С вами Марианна Минскер. Здравствуйте. Нам надо поговорить о том, как коронавирус уже изменил жизнь всего человечества. Коронавирус как тест на планетарную идентичность. И сегодня со мной в студии завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, директор школы антропологии будущего РАН Хикс Александр Осмолов. Александр Григорьевич, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли и нашли для нас время. Вот смотрите, одно из главных проявлений паники – это пустые полки в магазинах. Люди сметают гречку, туалетную бумагу, консервы и другие продукты, которые можно купить. И если в России это еще можно понять, потому что старшее поколение помнит дефицит и боится его повторения, но то же самое мы наблюдаем по всему миру, в Европе и в США, и там тоже люди дерутся за рулон туалетной бумаги. Как это объяснить? Пустые полки бывают разные. Совсем недавно я увидел пустые полки в Лонг-Айленде, где последние дни пропало мороженое. Вот. Его тоже нет, и его тоже разбирают. Первый вопрос, когда мы это видим, что за этим стоит? Первый вопрос, когда мы это видим, как нам относиться к людям, которые в буквальном смысле слова готовятся к сложной ситуации. Прежде всего, ответ на подобные вопросы – это понимание, а не осуждение. Понимание, когда люди за подобного рода реакции где-то на уровне, как бы сказал замечательный поэт Николай Гумилев, на уровне шестого чувства предвидят сложную ситуацию. И в данном случае пустые полки – это явление, связанное с предвидением сложной ситуации. Это явление, связанное с тем, что при всей ситуации сложности прогнозирования люди, хотим мы этого или нет, включают свои человеческие ресурсы, в том числе ресурсы памяти, в какой бы ты стране не был, но в данном случае не только автобиографической памяти, не только личной памяти, но и исторической памяти, и начинают действовать. Поэтому, прежде всего, в любой стране мира надо отнестись с пониманием к этим действиям и принять, что это реальное поведение, реальное социальное поведение, реальное личностное, индивидуальное поведение в ситуации угрозы, когда человечество столкнулось с еще одной эпидемией. Сейчас две эпидемии. И когда информационная эпидемия и вместе с тем эпидемия, связанная с коронавирусом, наступает на человечество, это особая ситуация, и за ней стоит следующее. Вы абсолютно мудро в самом начале сказали, и мы это с вами обсуждали, что это экзистенциальный тест, проверка всего человечества на то, вспомнит ли оно слова Джона Дона, шотландского, английского проповедника, простите, что не надо спешить узнавать, по ком звонит колокол. Это проверка на наше единство. Вот с чем мы сталкиваемся. Единство взаимопомощи, единство кооперации, единство совместных общих действий, общего дела в ситуации общечеловеческого кризиса. Да, это, безусловно, так все и есть, и об этом мы подробнее чуть попозже поговорим. Просто мне хотелось бы сейчас продолжить эту тему. Вот многие, уж извините за такой вопрос, но многие спрашивают именно с психологической точки зрения, с чем связано то, что люди покупают бумагу, например. В любой ситуации любой один ответ на вопрос, он будет упрощать картину. Некоторые люди покупают бумагу, потому что из нее делают маски. Вот. И сейчас, когда мы имеем
так или иначе двигающийся по миру вот это слово дефицит лекарств, дефицит масок, дефицит любых средств, Гречки, например, продуктов, то в ситуации дефицита прежде всего обращаются к тому, что можно сделать, чтобы блокировать этот дефицит. Иногда я интерпретировал приобретение туалетной бумаги как своеобразный психоаналитический символ того, что нам необходимо сегодня всем не меньше, чем туалетная бумага, а именно психологическая и социальная гигиена в этой ситуации. Именно психологическая и социальная гигиена. Для кого-то бумага – это символ того, простите, что можно, не хочу никаких странных ассоциаций, так или иначе прибегнуть к очищению от грязи в этой ситуации, очиститься от грязи, не допустить любую грязь, как грязь на тело, так и грязь на душу. Как интересно. Ну вот смотрите, у кого-то паника выражается в повышенной тревожности, а у кого-то наоборот. То есть такой фатализм, отрицание даже серьезности момента, неверие в это. Многие считают, что СМИ все раздувают, например. Вот это тоже обратная сторона паники, вот такое вот отрицание. Как считаете? Психологическая защита? Знаете что? Мы очень часто сейчас тиражируем слово «паника». Я бы говорил не о панике, хотя бывает и паника, и даже требующие срочной помощи, так называемые панические атаки, когда люди теряют над собой контроль. Я бы говорил о поведении, в том числе адекватности поведения, правильности поведения в ситуации катастрофы. И здесь проявляется несколько сценариев этого поведения. Один сценарий называется сценарий страуса. Как вы знаете, в ситуации опасности страус прячет голову в песок. И когда он прячет голову в песок, то срабатывает «этого не может быть», потому что этого не может быть никогда. И в этой ситуации, не дай бог сказать, вы не правы, это не так, это глубинная психологическая защита, это глубинная стратегия совладания, победы над ситуацией опасности. И эту победу опасно, простите за каламбур, грубо вторгаясь, разрушать и нарушать. Другая ситуация – это когда тревожность приводит к повышенной бдительности, когда мы начинаем зорко понимать, что эта ситуация требует быстрых действий. Только вот каких действий? Знаете, что я сейчас подумал? По сути дела, поведение страуса и поведение vigilance, бдительности, относятся в известном смысле не только к индивидуальному поведению. Если мы взглянем с вами на поведение разных стран, если мы даже взглянем с вами вместе на отличающиеся по культурным стереотипам поведения различных держав, то увидим, что страны, которые практически редко бывали в ситуации катастрофы, у них одна линия поведения. И где-то на уровне принятия государственных решений тоже начинается на весах игра на эти две стратегии. Одни страны пытаются быстро, жестко, учитывая свои возможности к мобилизации, мобилизовать все население. И стратегия Китая тому пример жестких действий. Стоп. Я сказал слово «жесткие действия». Сейчас все обсуждают жесткие действия. Не являются ли они основанием, что сейчас, здесь, в ситуации кризиса, нарушить права человека, нарушить права личности, нарушить права на обычные дела и повседневную жизнь. Поэтому лидерам государств необходимо отрефлексировать, что нужны понимаемые действия. Действие перестает быть жестким, убийственным,
разрушающим, когда ты понимаешь, ради чего оно делается. Поэтому ключевой вопрос для разных лидеров, разных стран, вопрос, который наиболее емко сформулирован замечательным психологом Виктором Франклом, автором книги, я буду к этому возвращаться, «Скажи жизни да», что тот, кто знает зачем, сумеет вынести, перенести любое как. Если люди знают, зачем это делается, они смогут вынести любые как. Это все условно, но вместе с тем, с этим мы сегодня сталкиваемся. Безусловно. То есть нет в этой ситуации пандемии, кризиса, вот такого экзистенциального, нет правильного реагирования, способа реагирования. Все реагируют по-разному, но главное объяснить людям, донести, чтобы люди это понимали. Правильно? Абсолютно верно. Есть разные способы реагирования. Вместе с тем, в этих разных способах реагирования есть константы. Есть инварианты, есть типичные действия. Я приведу как пример описания этих типичных действий, и это надо так или иначе отрефлексировать. Это выступление канцлера Ангелы Германии. Меркель. Это было выступление, безусловно, канцлера. Это было выступление, безусловно, государственного лидера. Но главное – это было человеческое выступление. И вот когда лидер говорит, чуть не сказал человечным языком, это неправильно, вот языком человечности, я передаю семантику, когда он обращается к каждому и чувствуется его эмпатия, его сочувствие, его попытка содействия каждому, и в буквальном смысле это выступление проповедь в ситуации общего горя. И вот когда вот такие выступления, доходящие до души, до сердца каждого и обращения к каждому человеку, они сегодня невероятно нужны и звучат сегодня из очень разных источников. Обратите внимание, сегодня лидеры изменений, лидеры общественного мнения, лидеры научного мнения, простите за термин, эксперты, ну, такие как классик теории сложности Эдгар Морен, уже достаточно пожилой философ во Франции, такие как энергичный футуролог Харали, они объединяются и пытаются найти те инварианты, которые, учитывая и статистику, учитывая и исследовательские программы, и учитывающие психологию и социологию поведения, учитывающие колоссальные изменения в экономике, начинают предлагать те или иные пути, без которых вот нельзя дальше действовать. Что это за пути? Первое – это путь кооперации, это путь взаимопомощи. Это касается и психологии, и социологии, и экономики. И это касается человеческих жизней каждого. Мой коллега, ректор президентской академии Владимир Мау, сейчас подготовил, с моей точки зрения, очень важный материал для Forbes, где он описывает совершенно иную экономику, которой никогда не было в жизни, и прибегает к формуле Виктора Степановича Черномырдина в названии статьи «Никогда не было, и вот опять». Эта формула очень точна. И на наших глазах рождается экономика, которой не было. Он называет ее экономика непредсказуемого. То есть те законы прогнозирования экономические, они начинают действовать и трансформироваться в другую ситуацию. Появляется экономика непредсказуемого, и рядом с ней идет совершенно непривычная экономика содействия, а не привычные схемы экономики. То же самое в различных других сферах экспертизы того, что происходит с нами. Как вы считаете, молчание президента России в данной ситуации, то, что он ни слова не сказал о коронавирусе, это о чем говорит? По большому счету, в ответ на ваш вопрос я замолчал.
Я замолчал, потому что боюсь заниматься молниеносными диагнозами. Что стоит за молчанием президента России? Опять же, одного мотива нет. Я четко знаю, что в администрации президента работают группы, связанные с разной формой помощи населению в этой ситуации и рефлексии этой ситуации. В том числе то, что мне ближе всего, я знаю и участвовал в ряде общений по поводу срочной психологической помощи населению, к тому, чтобы не допустить, чтобы волна психологической депрессии охватила сознание наших граждан. Вместе с тем, за этим молчанием стоит разные моменты, в том числе недостаточная информация, как действовать в ситуации, когда мы живем по формуле «никогда не было» и вот опять. Здесь, в Германию, это пришло раньше, в Великобритании начали действовать по ряду понятных причин раньше, и, конечно, в Италии тоже мы имеем ту ситуацию, где необходимо, чтобы лидеры говорили. А какие меры нужно предпринять, чтобы не допустить массовой депрессии населения? Вот вы сказали об этом. Если, как я сказал, комплекс мер, и любые вещи, которые я сейчас буду выдавать... Ну, то есть это происходит? Это происходит уже, то, что мы с вами общаемся, мы обсуждаем с вами сейчас эти меры. То, что мы с вами общаемся, и то, что вы сидите передо мной, а я перед вами, мы сидим, и мы рискнули прийти, и для того, чтобы нас услышали, начали общаться. Мы с вами занимаемся поведением в ситуации риска. Если бы принять все меры социальной и психологической гигиены, нашей передачи быть не должно было бы. Но она есть, и с моей точки зрения, я возвращаюсь, вернее, обращаюсь к формуле человека, которую хочу, чтобы слышали. В свое время великий мудрец, это было за несколько сот лет до нашей эры, по имени Гилель, сказал удивительно точные слова. Ну, мудрецы часто роняют точные слова. Он задал несколько вопросов, и я хочу, чтобы их все сегодня еще раз услышали своим сознанием. Если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то зачем я? Но если не я, то кто? И если не сейчас, то когда? Вот эта формула Гилеля должна, с моей точки зрения, войти в кровь и плоть сознания каждого из нас. Золотые слова. Вот мне кажется, это ровно то, что сейчас нужно. И, наконец, есть слова, вы заговорили о словах. В словах, которые мы произносим каждый день, не побоюсь этого слова, всуе, в этих словах закодированы программы поведения и социальные программы. Они стали автоматизмами, их не замечают, но давайте обратимся к ним. В них упакованная мудрость, упакованные социальные коды, или, как бы сказали в стиле Докинса, мемы человечества. Я приведу вам эти слова. Вы их произносите почти каждый день. Когда мы встречаемся, мы говорим друг другу «здравствуйте». Для нас это столь банально, но мы желаем друг другу здоровья. Тем самым говорим о ценности здоровья. Когда мы встречаемся в разных странах, что мы желаем друг другу? Мы говорим друг другу иногда или говорили «шалом алейхум» или «салям алейхум», что означает «мы желаем мира, мир вам», и за этим звучит удивительная, точная, выстраданная столетиями логика поведения. Наконец, встречаясь друг с другом за столом,
например, в Израиле в шутливой или явной форме мы говорим великое слово «лехаем». Мы говорим за жизнь. И это удивительно важно. Сегодня, как никогда, звучит «шалом алейхум» всему человечеству или «салям алейхум». Сегодня, как никогда, слова «за жизнь» звучат. И банальное, уже привычное, когда мы раскланиваемся и говорим за что-то «спасибо», это «спаси тебя, Бог». А «спаси тебя, Бог». И тут я задумываюсь, потому что то, что происходит, это своего рода вызов не только для политических лидеров, не только для исследователей, но и для разных конфессий. Это невероятно важно. Иногда чуть иронично говорят: Бог един, провайдеры разные. Так вот, сегодня как никогда нужно, чтобы провайдеры в ситуации, которая передается, опять же, словами Шекспира «чума на оба ваши дома», чума пришла. И чтоб чумы не было на оба наших дома, чтоб чума не произошла, как бы она ни была описана в шекспировский исторический период, как бы она ни выступала на полотнах Босха, Брейгеля или Гоя, нам крайне необходимо понять, есть общечеловеческие действия во время чумы. И тогда в этих действиях нет ни Эллина, ни Иудея. В этих действиях есть общее для человечества. Это невероятно важно. Сейчас вдруг началась экранизация и стали обращаться к великой вещи, написанной, примерно лет 60 назад, вещи человека, которого называли совестью Франции, я имею в виду Альбера Камю, это «Чума», когда показывается, какие действия происходят в ситуации чумы. Мы, когда я говорю «мы», я нагло говорю «человечество», это проживали. Мы это пережили. Вот от слова «прожить», чтобы пережить, черточка, жить, а не переживание субъективное. Вот что сегодня как необходимо. Да, но, кстати, о словах. Вот есть пандемия, а есть инфодемия. Всяческие спекуляции, слухи и фейк-ньюс, которые иногда страшнее даже, чем вирус. Как с этим бороться? В психологии описан феномен, который называется «смерть от страха ожидания смерти». Этот феномен описывали разные исследователи, в частности, блестящий биолог, психофизиолог Николай Бернштейн об этом много писал. Великие экзистенциальные психологи и замечательные психологи, как Ирвин Гелом, показывали, как действовать, когда возникает страх ожидания смерти. Отсюда, почему мы четко должны отрефлексировать риски инфодемии, в том числе фейков, о которых вы говорите, в том числе лживой информации, что над всем все распылили. Сейчас это распыление, оно охватит всех. Или вдруг вам приходит добрый человек и говорит: чеснок, непременный чеснок. Если Только утром и вечером вы будете есть чеснок, ходите по улицам, вам не нужен никакой карантин. Я довожу до абсурда. Но чтобы мы понимали, что инфодемия неотрывна от пандемии, что инфодемия – это когда мы сами сугестируем себя и приводим к чудовищно неправильным решениям в этой ситуации. Поэтому, например, сейчас создана программа идентификации фейков. Эта программа «Как понять, где фейк?», как в ситуации, когда мы переходим, и тут я делаю паузу, некоторые говорят, что мы переходим в онлайн-реальность, мы переходим в смешанную реальность. По многим причинам это более точно,
потому что полностью в онлайне, что бы ни происходило, и полностью виртуализация никогда не произойдет. Так в этой ситуации созданы программы, которые помогают избежать рисков, программы по психологической кибербезопасности и так далее, которые помогают справиться с инфодемией. Но совсем недавно Сергей Медведев, с которым мы общались, выпустил буквально на днях еще одну работу, когда он увидел, как огромное количество народа скапливается в местах, чтобы помолиться и так далее и тому подобное. Здесь необходимы также четкие действия, чтобы понять, как действовать в подобного рода ситуации. А вот мы уже говорили про жесткие меры, которые должны быть в первую очередь понимаемыми, да? Да, так сказать, абсолютно. понимаемыми. Вот как вы считаете, вот такие жесткие меры, как тотальный карантин, когда людей отправляют домой на удаленную работу, но при этом работает транспорт, работает метро, это вот насколько совместимо, насколько это необходимо? У нас тотальная эпидемия. И коронавирус, хотя он был как вирус давно известен, и коронавирус, который был описан, это я особо подчеркиваю, как один из видов вирусов. Например, еще в наших школьных учебниках по биологии он был описан в учебнике для 11 класса, например, 2010 года. Это известный вирус, с которым происходят малопрогнозируемые трансформации. И этот джин выпущенный из лабораторной бутылки. И в этой ситуации, когда этот джин, как, опять же, говорю осторожно, фейк, не фейк, информация, дезинформация. Но сам факт, что джин, сколько раз мы терли лампу, Аладдин сколько раз терл лампу, джин выскакивал, а потом Аладдин мог его загнать, но справлялся с этим. В этой ситуации жизнь не может остановиться сразу. В этой ситуации мы видим, опять же, поведение разных стран. Правило 2 метров друг от друга расстояние, которое соблюдают в разных странах, например, соблюдают в Израиле. Да, карантин, но с собачкой на 10 минут погулять необходимо выйти, с ребенком на 10 минут необходимо выйти, и вместе с тем крайне опасно, если ребенок начнет общаться с другими детьми. Поэтому еще раз и еще раз говорю, меры психологической, социальной, медицинской гигиены – это необходимо. И далее, невероятно необходимо в подобного рода ситуациях, когда многие из нас окажутся. Помните, мы на телевидении много раз проигрывали программы «Остров», когда люди как бы на острове. Да. Мы оказывались в ситуации, когда человечество вдруг занимает позицию Робинзона Круза. И Робинзон Крузо справился с ситуацией. У него хватило ресурсов, хватило сил. Он нашел и пятницу, и так далее. А где вот эти силы черпать? Вот для тех, кому действительно очень тревожно. И вокруг ведь такая же обстановка и атмосфера. Им вот где эти силы брать? Откуда? Прежде всего, информирование о действиях. Рациональное, четкое информирование о действиях в этой ситуации. Поэтому, чтобы не происходило, интернет-каналы, где люди могут найти четкую информацию. Главное, достоверную. СМИ. Главное, достоверная информация. Что прежде всего вызывает тревожность? Тревожность прежде всего вызывает тотальная неизвестность. Тревожность прежде всего вызывает тотальная неопределенность. Я возвращаюсь к маленькому примеру, который я приводил. Коронавирус мистифицируется, демонизируется, а он был известен. Он существовал, его не придумал кто-то, и сейчас опять среди фейков
по всему миру бродит концепция заговора. Да. Кто придумал коронавирус, чтобы наказать за грехи человечества? Нет, нет и еще раз нет. Четкая информация. За коронавирусом, как и за многими другими изменениями, стоят более сложные явления. Мы все время говорим, что мы вступили в эпоху сложности. Но сложность – это большая уязвимость. И в этой ситуации, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. На государство надейся, как бы ты к нему не относился, и не этой ситуации не было лакмусовой бумажкой доверия-недоверия к тем или иным органам той или иной власти. Все равно то, что сегодня происходит с социальной активностью тех, кто берет ответственность на себя. И была гениальная работа, взаимопомощь как фактор эволюции. На основе этой гениальной работы, это работа Петра Алексеевича Кропоткина, 905-910 год прошлого века. Сегодня проверка на взаимопомощь. Сегодня появляются программы, такие программы, как была такая программа в ситуации пожаров, как карта помощи при пожарах, когда каждый видел, что происходит с другим, пытался через эту интернет-карту, через эту форму кризисной коммуникации действовать и помогать. Сегодня как никогда не только то, что сверху. Сегодня опасно жить по формуле «сиди и жди, придумают вожди». Сегодня уникальное пробуждение активности каждого наряду с четкими действиями государства. Опять мы начинаем часто оппозиции. Государство там, они и мы. Сегодня должно наступить ситуация, это не благие пожелания коллективного «мы». Без этого ничего не получится. Я говорю и сам говорю это с болью, потому что, как сказал один психолог, человечеству легче расщепить атом, чем преодолеть собственные предрассудки. Опять они, мы, свои, чужие. Опять эпидемия, которой поражено человечество многие столетия и даже тысячелетия. Это эпидемия ксенофобии. Когда появилась ситуация в Китае, чудовищно звучало, что в этом виновны они, китайцы, и так далее, и тому подобное. Китайцы потом, наоборот, обвинили американских военных, что они якобы завезли. Ну, то есть начинается вот эта игра в вину. Кто виноват? Простите, нужно вести особого рода ситуацию человечества. Я говорю о модели подобной ситуации. Вы все читали и хорошо знаете Киплинга «Маугли». В ситуации кризиса, когда пожар в джунглях объявлялось водное перемирие, когда животные разных видов, только подлец Шерхан пришел и вел себя не так. То есть в этой ситуации мы должны обратиться к всему миру. Модель водного перемирия, когда нам надо сообща выходить из этой беды. Кто окажется Ноем, кто окажется тем, кто в ситуации потопа поможет нам сделать общечеловеческий ковчег. Да, вот я как раз об этом и хотела поговорить, что насколько люди по-разному себя в такой ситуации ведут. Кто-то закупает для себя аппараты искусственной вентиляции легких, устанавливает их у себя дома, пытается заработать и спекулируя масками и товарами первой необходимости, а другие, наоборот, скидываются и покупают те же самые ИВЛ для больниц, для людей, открывают бесплатный доступ к своим сайтам, к своим ресурсам и помогают друг другу. Вот, наверное, это время такое, да, кризис, такое время, когда сущность человеческая проявляется особенно. Знаете, я почему-то поделюсь ассоциацией, подаренной нам Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Москвичи, они тоже люди. Вот, и еще и квартирный вопрос их испортил. Нас многих испортил вот
вопрос, когда свои чужие, когда прежде всего моя хата с краю, ничего не знаю, и прежде всего мощная мотивация эгоизма, но даже рахметовский разумный эгоизм, я обращаюсь к тем, в одиночку не выживет никто. Те, кто запасает уникальные аппараты, легочные аппараты, столь необходимые в ситуации коронавируса. Они должны знать, что не аппаратом единым, потому что нужны сестры, нужны профессиональные действия медиков, и поэтому мы прежде всего сейчас, простите, в ситуации инфодемии и пандемии должны думать о тех, кто принимает удар на себя. Необходима четкая работа, чтобы эту ситуацию отрефлексировали. Мы, что медики, должны понимать, что происходит в этой ситуации. И есть модели поведения. Даже модели поведения в инфекционных больницах. Люди правильно боятся инфекционных больниц. Рисуют модель не просто чистилища, а рисуется модель ада для тех, кто туда попадает. Но человечество даже в самой критической ситуации нашло опыты достойного прощания человека со смертью. Я говорю, например, о уникальном опыте хосписов. И главное в этой ситуации, я мог бы сейчас сказать, да, те, кто сейчас закупает аппараты, да, те, кто работает только на себя, от того, что я буду брецать словами и говорить, ничего как не вы не изменится. правы, ничего не изменится. Но возвращаемся к формуле Гилеля. По сути дела, они работают против себя. По сути дела, они создают риск для себя. И, простите, только в фантастических фильмах можно было спрятаться на островах или спрятаться вокруг себя, поместив 10 легочных аппаратов. Это общая беда, общая трагедия. И любые заклинания или сугестия, здесь внушение на них не подействует. Ну что подействует? Я возвращаюсь. Есть, когда мы говорим языком человечности, есть люди, которые появляются как коллективные доктора. Приведу один пример. Евгений Комаровский, который выступает всюду по телевидению. Он говорит так, я вижу психологический эффект его действий. Люди успокаиваются, когда он обращается «ребята» ко всему человечеству. А как только ты сказал «ребята», ты взял на себя ответственность. Ты папа, ты отец, ты приятель, ты друг. Сегодня в этой ситуации голос понятного другого. В психологии есть уникальная конструкция «значимый другой». Даже в ситуации, когда работали онкопсихологи, работали с семьей, мы проходим эти ситуации и находим из них достойный выход. Вот смотрите, такие же ситуации, подобные эпидемии уже случались в мире. Это не первая. Может быть, она по масштабу впервые такая, но были и чума, и черная оспа, и эбола, и холера, да, и много других. Но вот вы говорите, что тест на планетарную идентичность мы проходим впервые. Почему? Никогда человечество не было так связано своими выигрышами в технологии, как сегодня. Наш век называют антропоценом, наш век называют сетевое столетие. Мы сегодня связаны с сетями, социальными сетями, другими сетями, как никогда. Никогда человечество ранее не превращалось в такой огромный, простите за термин, социальный улей. В истории такого не существовало. Были жестко разные границы, были разные страны. Америка не была, напомню вам, открыта и так далее и тому подобного. Сегодня
когда мы говорим о виртуальной идентичности, о сетевой идентичности, когда мы весь мир зааватарили, когда мы живем в ситуации, где один у другого спрашивает. Раньше говорили: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Сегодня мы говорим: скажи мне, сколько у тебя лайков, и я скажу тебе, кто ты. Появляется лайкометрия своего рода. То есть сегодня мир стал единым как никогда. Это шанс. Но этот же шанс – это и уязвимость сложностью вот этого единого мира. Поэтому сегодня мы, опять же, сегодня Ноевым ковчегом стал не ковчег, который, когда Ной ударил в гонг или в колокольчик, отплыл от Арарата. Сегодня Ноевым ковчегом стало все человечество. Вот сейчас есть лайнер, который дрейфует и отходит от стран, в которых вспышки эпидемии. Вот они, их сейчас тоже называют таким Ноевым ковчегом, но понятно, что это далеко не так. Вот смотрите, многие в такой ситуации задаются философским вопросом. За что? Почему сейчас? Это что, високосный год? Или что мы такого сделали? Почему на нас это, вот на плечи наши свалилось? Как вы на этот вопрос отвечаете? Вопрос о смысле жизни, как говорили древние, опасен с тем, что каждый раз, когда ты задаешь вопрос о смысле жизни, ты этим вопросом разрываешь жизнь и ее смысл. Поэтому сегодня говорить, за что на нас, это опять же фокус, прожектор, кто виноват, в чем мы провинились, какие наши грехи, за что мы так много плохого сделали, что на нас навалилась эта беда. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией эволюционных вызовов, которые связаны с тем, что, постоянно изменяя мир вокруг, мы вторглись мощно в законы эволюции. Мы не раз уже вторгались в эти законы. Когда мы изобретаем какое-то оружие, мы показываем или технологию, какие мы сильные. Но что у нас происходит? Мы часто изобретаем технологии ради технологий, а не технологии под смысл. Не буду говорить о коронавирусе. А мой сын Григорий Осмолов предложил особый термин «коронановации». Вот, который показывает, инновации, простите, которые показывают, сколько возможностей выросло в этой ситуации. Но здесь мы столкнулись с совершенно другой ситуацией. Поэтому мы эволюционно вызвали огромное количество джинов из бутылки. Нам всегда нужна технология под смысл. И лишь потом наступает раскаяние. Я приведу вам название болезни, которая связана именно с болезнью совести. Эта болезнь иногда называется болезнь Оппенгеймера-Сахарова. За ней, как вы знаете, стоит связь, как переживали открытие как ядерной бомбы, так и потом водородной бомбы два уникальных мыслителя человечества. Эта болезнь, это рефлексия той ответственности, которая легло на плечи как Роберта Оппенгеймера, так и Андрея Сахарова. Они открыли, сделали с уникальными коллективами, уникальными командами, уникальные вещи. Но потом Хиросима. То есть потом взрывы водородной бомбы. И что мы наделали? Задавали себе они вопрос. И мучились этой болезнью совести. И ушли уже в роль спасителей в буквальном смысле человечества, говоря ему: не делай технологии, не спеши. Любая технология имеет уникальный рост ускорений. Мы сегодня говорим об эпохе сингулярности. Маленький пример, который приводил один из мастеров римского клуба Деннис Медоуз своими исследованиями. Он смотрел, как кувшинки
размножаются в пруду. Первые дни, как красиво, какие кувшинки, как мы радуемся. Проходит определенный период времени, еще большая часть прудика заросла кувшинками, и уже как-то не так. Он начинает казаться немножко грязноватым. И, наконец, приходит день, и половина пруда заросла кувшинками. Деннис Медоуз задает следующий вопрос. Кто решит, когда полностью пруд заполнится кувшинками? Правильный ответ, к сожалению, следующий. На следующий день пруд заполнится кувшинками. Вот в 2 раза ускорение, экспонентальный рост ускорения. Поэтому каждый раз, когда мы изобретаем технологии, когда я говорю «мы», я говорю человечество, мы должны исходить из других совершенно критериев. Ради чего? Зачем? Какие последствия? Когда мы работаем и гордимся, что мы победили природу, это не те победы. И банальная вещь, что за каждую победу природа мстит, и мы прогнозируем эти мести. Вспомните фильм «Эпидемия», где вот пророчество подобного рода ситуации. Мы проигрываем эти ситуации, но почему только в фильмах? Искусство как никогда ставит вопросы на совесть. Можно быть очень сильными разумами, но очень слабыми в совести. Вот когда совесть и разум с собой не в ладу, мы сталкиваемся с ситуациями, после которых мы спрашиваем, а за что все это нам? Да. И знаете, я сегодня некоторые вещи не помнил, но хотел, чтобы мы все вспомнили о святом воинстве в этой ситуации. Это святое воинство описано человеком, которого я называю проповедником достоинства, Булатом Акуджава. И если вы мне разрешите, то я прибегну. Чувство собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Создается, созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под гармошку ли, под бомбежку ли, под красивую ли болтовню иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Я думаю, что эти стихи Акуджавы, так же, как другие его уникальные стихи, где он говорит, что чувство достоинства – это святое наше воинство, вот эти стихи, мне кажется, должны в буквальном смысле, если бы это было возможно, звучать каждый раз и звучать везде. Извините, я задерживаю ваше внимание, но это я хочу, чтобы услышали все, поскольку вот есть люди, которые в буквальном смысле несут миссию совести. У Булата Шаловича есть стихотворение, которое называется «Святое воинство». Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшный в огонь. Лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой краткий век. Можешь и не сможет, и не станешь победителем, но зато умрешь как человек. Вот это святое воинство акуджавское, если это будет звучать, я не рассчитываю на то, что до всех дойдут эти слова. И вместе с тем я наивно рассчитываю на донкихотскую силу Булата Акуджавы. И это есть рациональная информация, есть данные об инфодемии, есть информация об пандемии, инфодемии, пандемии. Но то, что в свое время делали гении достоинства, такие, как, например, Мишель Монтень, такие, как Булат Акуджава, такие, как Андрей Сахаров, и есть уникальная культура достоинства. Вот это вы задали мудрый вопрос. И не потому, что я, опять же, говорю это
действуя по формуле Булата Шаловича, давайте говорить друг другу комплименты. Этот вопрос звучит у многих. А за что это с нами? А почему? А что с нами случилось, что это происходило? Так, может быть, этот вопрос еще раз, что именно совесть и достоинство, точки опоры человечества, какие бы высокие технологии оно бы не изобретало, какие бы гениальные экономические решения оно не производило. Это альфа и омега нашей с вами не просто ситуации, когда надо выжить. Сегодня надо не выживать, а жить. Да, и в заключение, Александр Григорьевич, как миру справиться с этим вызовом? Нет рецептов в ситуации неизвестности. Но то, к чему прибегают мыслители, философы и политики, это только кооперация, это только солидарность, это только содействие, это только полная прозрачность при открытости информации разных стран. Это только не инкапсуляция при принятии решений. Пусть то, что я говорю, наивно. Пусть на меня профессионалы в области безопасности взглянут, прищурив свои безопасностные глаза. Но я это говорю и обращаюсь ко всем. Как бы вы ни блюли безопасность, вы должны четко понимать, что сегодня коллективное решение может быть только прозрачным решением. И где-то на планете есть те люди, которые найдут выход из этой ситуации. В этом я не сомневаюсь. Огромное вам спасибо, Александр Григорьевич. Это был Александр Асмолов. Берегите себя. Всем любви.